Здравствуйте, с вами вновь Лариса Левинская. Сегодняшнее мое видео будет особенно интересно послушать тем, кто страдает повышенным давлением. Возможно, это вы сами, возможно, это ваша мама или это ваша бабушка. Также я расскажу несколько интересных, красивых легенд. Вы знаете что-то очень много нового для себя, поэтому советую досмотреть это видео до конца. Раньше, когда клиентки, чаще всего это были женщины старше 50 лет, задавали мне вопрос, что можно посоветовать из продукции компании Tiande для снижения высокого артериального давления. Я чаще всего советовала им 2 недели попить курсом наши китайские кофейные бобы. Также, как вариант, могла им предложить чай для сосудов с клевером. Он тоже понижает высокое кровяное давление. Это чай из серии Дары Шамбалы. Но вот буквально неделю назад сделала для себя такой вывод, что новинка из серии Алтайский самовар, а именно вот такой вот чай с красной рябиной, зеленый чай с красной рябиной из серии Алтайский самовар, помимо всех своих замечательных свойств, помогает еще снизить высокое артериальное давление. Вот теперь, я думаю, вы поняли, почему я решила записать это видео. Начался Новый год, буквально первую неделю Нового года. Каждое утро принимала вот этот чай. Думаю, хотела же попробовать новинку. Все бы хорошо, но думаю, что-то как-то странная тенденция наблюдается. Выпила чая, все как обычно, но почему-то давление падает, а у меня нет склонности к повышенному давлению. Оно у меня нормально, даже есть симптомы склонности к пониженному давлению. Давление падает, как-то такая слабость, хочется полежать подольше на диванчике. Сложно сконцентрироваться. Поэтому я тоже не решила, может быть, это связано с чаем. Тем более после обеда все нормально восстанавливалось, нормальная работоспособность организма была. Я решила поинтересоваться, может быть, это связано все-таки с чаем, а не с тем, что погода на улице не очень подходящая. Зашла в Google, поискала информацию о свойствах рябины. Действительно, рябина понижает давление. Так что, если вы гипертоник, советую воспользоваться именно этим чаем. Как вы поняли из названия, в состав этого чая входят 2 компонента основных. Это зеленый чай и это красная рябина. Давайте остановимся на каждом из компонентов подробнее. И вы поймете, почему этот чай по-своему уникальный. Зеленый чай, который используется в этом чае, это сорт элитного сине-зеленого, или еще его называют бирюзового чая, Тигуань-инь. Выращивают этот чай на юго-востоке Китая, в провинции Фудзянь, а именно на юге этой провинции. Существует очень красивая легенда о том, как появился этот сорт чая. Давным-давно, еще в 8 веке нашей эры, во время правления династии Тан, в Китае жил чаевод, который на протяжении 10 лет каждое утро и каждый вечер подносил зеленый чай к статуе буддийского божества, к буддийской богине Гуань-инь. И вот однажды он заснул, и во сне ему приснился сон. Явилась к нему эта богиня Гуань-инь, взяла его за руку, отвела его на вершину холма, на котором росло красивое благоухающее дерево. Когда этот чаевод проснулся, он мгновенно ринулся на этот холм и действительно увидел там это красивое дерево. Это было чайное дерево с чудесным ароматом листьев. И в благодарность этой богине он назвал этот сорт чая Тигуань-инь, что в переводе означает «железная бодхисаттва милосердия», потому что Гуань-инь переводится как бодхисаттва милосердия. Этот сорт чая считается элитным. Объясню, в чем отличие зеленого чая, черного от бирюзового чая. Дело в том, что для сбора бирюзового чая используются более созревшие листья, нежели для зеленого чая. И в отличие от черного чая, листья проходят легкую степень ферментации, что позволяет больше сохранить в чайных листьях теина, катехинов, различных микро- и макроэлементов, сохранить больше полезных свойств чая. Собирают этот сорт этого чая несколько раз в году. Самым ценным считается осенний сбор чая. Также несколько видов, до 5-6 видов этого чая существует. Но это уже подробности. Как вы все знаете прекрасно, что зеленый чай отлично тонизирует. Его можно принимать и в горячем виде, и в прохладном, и в теплом виде. Все равно полезные свойства этого чая сохраняются. Вторым компонентом этого чая является рябина красная. Вот о ней я хочу тоже рассказать, остановиться более подробно.
Итак, вторым компонентом этого чая является рябина красная. Это особое растение, это так называемое женское растение. Давайте начну с легенды, как я уже обещала. Есть такая красивая легенда о том, что однажды дочь богатого купца решила выйти замуж за бедняка. Купец, конечно, был в гневе, и он решил всячески разлучить возлюбленных. И однажды дочь узнала о том, что купец решил воспользоваться услугами колдуна. Она была очень огорчена и решила немедленно встретиться с любимым для того, чтобы поведать ему о такой проблеме. Было дело поздно ночью, дождливой ночью. Они договорились встретиться. Девушка пришла на берег реки, но раньше нее на берег этой реки пришел парень, возлюбленный. Парень заметил колдуна и мгновенно бросился в воду, переплыл реку, оказался на другом берегу реки. Он это сделал для того, чтобы не подвергнуть опасности свою возлюбленную. Колдун взмахнул посохом, гром, молния, и возлюбленный моментально превратился в дуб. Когда на берегу реки оказалась девушка, она немного задержалась, потому что был дождь. Она увидела дуб, но тут же ее стройное тело превратилось в ствол рябины, а руки это были ветви. И вот так вот по сей день. Весной рябина, она расцветает белым цветом, а осенью в память о возлюбленном она бросает свои кровавые слезы, то есть свои грозди, в реку. Красивая, но грустная легенда. Но вернемся к основной теме нашей сегодняшней беседы. Это именно о красной рябине и ее целебных полезных свойствах. А также о тех случаях, когда ее не рекомендуется использовать. По своему составу рябина, ее плоды содержат четверть элементов таблицы Менделеева. Это и различные витамины, это минералы, это белки, углеводы. Скажу, что по содержанию железа рябина превышает содержание железа в яблоках в 4 раза. В рябине больше витамина С, чем в лимоне, чем в черной смородине. А витамин С мы все прекрасно знаем, что он укрепляет стенки наших сосудов. В рябине больше витамина А, даже чем в облепихе и в моркови. Помимо всего прочего, рябина, она помогает выводить излишний жир, неблагоприятный холестерин из нашей печени. Она помогает при своей низкой калорийности сока рябины. Она помогает усилить обмен веществ и снизить количество калорий в организме. Поэтому, женщины, девушки, если для вас эта проблема актуальна, очень удобно на этом чае будет проводить свои разгрузочные дни. Также рябина отлично помогает во время простуд, помогает справиться с депрессиями, которые часто могут возникнуть в период межсезонья. Рябина вносит гармоничное ощущение гармонии в душу человека, когда он принимает рябиновый чай. Еще скажу, что особенно, думаю, интересна будет информация девушкам, что у рябины есть такое свойство. Если вы заморозите сок рябины в виде кубика и будете натирать им аккуратненько области лица, где у вас выражен купероз, то рябина сужает кровеносные сосудики, и это будет благотворно влиять на вашу кожу, на внешний вид вашей кожи. Также маски из рябины будут омолаживать ваше лицо. Более того, если вы ягодку рябины разрежете пополам и приложите к своей бородавке, закрепите это место пластырем, чтобы она не съезжала ягодка, то это тоже поможет вам избавиться от ваших бородавок. Вот такое уникальное растение. Но единственное, что я должна коснуться еще некоторых противопоказаний по применению. Не рекомендуется принимать препараты с содержанием рябины людям, у которых есть проблемы с язвенной болезнью желудка. Люди, у которых есть тромбофлебиты и варикозное расширение вен. Также не рекомендуется принимать рябину беременным женщинам, и грудничкам, и маленьким деткам. Ну, в общем, плюсов намного больше, поэтому давайте досмотрите видео дальше, я вам расскажу об особенности именно этого чая, как его правильно заваривать. В чем некоторые преимущества этого чая по сравнению с прежней серией, с более нам хорошо известными чаями серии «Алтайский самовар». Те из вас, кто регулярно смотрит мои видео на канале, наверняка помнят о том, что я уже рассказывала о фиточае «Монастырский сбор», рассказывала о чае «Вечер», его полезных свойствах из серии
алтайский самовар. Вообще очень люблю фиточаи за их натуральность, за то, что дают возможность нам, жителям города, соприкоснуться с природой, получить все полезные свойства природы по ее влиянию на наш организм. В чем, скажу уже, некоторые отличия этого чая. Это новая партия, вы все прекрасно помните, новая серия чаев «Алтайский самовар» с таким вот дизайном. Это чай с рябиной, чай с мелиссой, чай с чабрецом и чай с мятой. Те же самые 30 пакетиков, но по ощущениям старые прежние варианты чаев, они не давали такого яркого цвета. Все-таки это был такой песочно-золотистого оттенка чай. А здесь буквально практически сразу, без долгого заваривания, чай получается вот такого красивого бархатисто-коричневого оттенка. Ну, это мое субъективное мнение. Может, вам покажется, что разницы не будет. По поводу упаковки этого чая. Как всегда, каждый пакетик, это бумажные пакетики, они содержат в себе мелко измельченные частички чая. Очень удобно использовать, особенно если вы на работе будете чай пить. 30 пакетиков, каждые 15 пакетиков упакованы в отдельные саше бумажные. И все это запаковано в коробочку. И более того, когда будете покупать новый чай, вся коробочка еще в пленочкой обернута. Таким образом, получается так, что за счет упаковки удается сохранить на длительное время микроэлементы, все полезные свойства этого чая. Компоненты чая измельчены довольно мелко. 0,5-1,5 мм до примерно размера компонента. То есть, получается, за счет этого мелкого измельчения чай способен отдать самые полезные свои свойства. Как я уже говорила, рябина используется для этого чая. Это рябина, выращенная в Алтайском крае, вдали от промышленных центров. Ближайшее промышленное производство расположено на расстоянии 700 километров. Довольно хорошая область выращивания этой рябины. Никаких канцерогенов, поэтому сравнивать ее с той рябиной, которая выращена в ближайшем скверике, либо которую продают бабушки на базаре, которая может стоить в разы дешевле, но где она выращена была, в каких условиях, неизвестно. И вряд ли бабушка сможет измельчить рябину до 0,5 мм плоды рябины. Каждый пакетик чая можно заваривать до 2 раз. Настаивайте, заливаете не крутым, а чуть подостывшим кипятком. Температура воды ориентировочно 85-90 градусов. Настаивайте где-то 2-3 минутки, 5 отжимаете пакетик, можно второй раз использовать этот же пакет. Давайте подведем итог, в каких случаях вам необходим будет и полезен этот чай с рябиной и зеленым чаем. Во-первых, это помогает женщинам справиться с возрастными изменениями. Помогает при простудных заболеваниях. Укрепляет иммунитет. Улучшает память. Помогает вывести излишек неблагоприятных холестерина из организма. Снизить количество калорий в организме. Ускорить обмен веществ. Про плюс я могла бы долго еще рассказывать. Я надеюсь, что этим видео я вас заинтересовала. И самое главное, что все-таки этот чай особенно показан гипертоникам. Поэтому гипертоники, пожалуйста, примите к сведению, на заметку. Зеленый чай с рябиной, компания Тианде. Получайте удовольствие, улучшайте состояние своего здоровья. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на мой канал, вы всегда будете в курсе ответов на самые различные вопросы по теме красоты и здоровья. С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи!